Назови свою фамилию, имя, отчество. Пивнев Александр Андреевич. Уроженец какого города? Города Луганска. Так. Родился 1977 года, 25 января. Так, Саша, скажи мне, каким образом ты попал в Национальную гвардию? Меня забрали с машины. Так, Мы ездили по работе так, монтировать вышки. так. И на обратном пути в Сватово на выезде меня забрали с машины и отвезли к себе на базу. Так. На базу чего? Какого подразделения? Ну, вот это вот, да. Вот это вот разделение. У них были знак. вот это вот отличительные знаки на одежде. Саш, скажи мне, во время службы в Национальной гвардии свидетелем чему ты стал? Вот что тебя больше всего поразило? Как они водку пьют Так, и занимаются мародерством. так, Людей избивают. так, И были случаи, там нам в Сватово мужики рассказывали, что вот этот вот батальон этот Донбасс. насиловал молодых девочек. Так. То есть такие факты были. А вот по поводу погибших, отношения к погибшим, тяжело раненым со стороны. Они их не берут, не вывозят и не оказывают медицинскую помощь. Так, Или закапывают сбоку дороги, так, или роют ямы, так, раздевают людей до трусов, так. закидывают в эти ямы и с помощью взрывчатки зарывают эти могилы. Так, а это они так хоронят мертвых? Да, ну мертвых, и если вот тяжело раненый, но они не хотят их это самое, возиться с ними. Так. И не сообщают они родным, близким. Просто говорят, что ушел, как он, ну, самовольно покинул. Типа дезертир, да? Типа Раз- сбежал и неизвестно. Да, да, это будет точнее. Понятно, понятно. А ты, я так понял, тоже убежал оттуда? Да, мне просто... Почему? По какой причине, скажи? Потому что мне стыдно стало и страшно очень за то, что они издеваются, бомбят. Так, Даже и над своими же там молодыми солдатами так. они тоже издеваются, избивают. Мгм. А скажи мне, Саша, в каком районе Луганской области вот ты знаешь, закапывали этих убитых и живых еще людей? Это в стороне станицы, аж за или Макарова, или Ольховой, точно не могу вот эти вот названия сказать. Малиновая, карьер песчаный. Во, там пески еще есть. Мгм. Вот там вот они вот это вот брали и с помощью снарядов, ну, взрывчатки, вот это вот зарывали людей. Понятно. Что очень страшно. Ясно. Потери среди личного состава какие? Ну, я как по числам, ну, много они гибнут. А вот этот вот Донбасс этот, Так. они в первые в атаку не идут. Мгм. Они пускают таких, ну, обычные подразделения и регулярные войска. Мгм. А кто отказывается воевать, Так.
они им стреляют в спину, ну, становится как заградительный отряд. Мгм. И свои и уничтожают в спины.